Я учусь в Италии, в Риме, в международной школе Сент Стивенс. Так как школа американская, то, соответственно, обучение все на английском происходит. Я там живу в общежитии, то есть это школа, интернат, если можно так сказать, там как бы есть общежитие. Есть также дневные студенты, то есть это люди, которые живут в Риме, а я живу там в общежитии при школе. Я жила с 2 соседками, но в основном комнаты там двойные, то есть по 2 человек. И, стандартно так как нас трое, у нас довольно большая комната, там одна двухэтажная кровать и одна там кровать, и под ней тут же рабочее место. То есть они минимализировали место под мебель. Я выхожу из комнаты, выхожу из коридора, и тут же у меня классы уже, куда мне нужно. Не знаю, как с возрастным ограничением, но по классам, получается, с 9 по 12. Там в среднем, наверное, самые младшие, им лет по 13-14. 2 девочки, мои подруги. Одна, она полячка из Варшавы, а вторая девочка, она по национальности британка, но у нее родители живут в Риме. На самом деле, довольно легко, я человек неконфликтный, то есть, понятное дело, там, они шумели, бывало, и вот это все, но мне было несложно. То есть мы, конечно, все разные, но как-то же мы прожили вместе практически год. Можно, но там у нас есть отбой, можно сказать. По-моему, в 10:30 нас уже просят полноценно выключать свет. Там, понятно, есть проверка. Конечно, если сильно хочется, можно дождаться, пока все уйдут, и там продолжить свои какие-то дела. Но из-за того, что школа все-таки небольшая, и там окна обычно всегда открыты, потому что жарко, все равно все слышно хорошо. Но если хочется сильно повеселиться, то или будь добрый, день там у друзей ночуй, или как-то днем свои дела устраивай. Получается, сама резиденция, она небольшая, там всего 2 этажа. Этаж девочек, этаж мальчиков выше. Это буквально один коридор. Там еще есть несколько комнат, которые для старших вынесены отдельно. То есть там, по-моему, с 12 класса можно жить одному в комнате. И есть еще второе здание, но там живут в основном учителя и тоже, по-моему, уже выпускники. И, собственно, вот он этаж, там, по-моему, штук 5 комнат, наверное, не так много. Отдельно ванная общая, душевая, там достаточно много места, жаловаться не на что. Кухни у нас нету, мы едим в школьной столовой, то есть уже когда уходят все школьники местные, получается, все закрывается, и столовая остается только для тех, кто живет в общежитии. Обед-ужин всегда на первое — это макароны или суп, паста, извините, паста. Каждый день она разная, там на выбор может быть там 2 пасты какие-то и суп какой-то. Кормят очень вкусно, на самом деле, не знаю. Мне как человеку приезжему, я не особо знакома с иностранной кухней. Мне все устраивает. Еще иногда у нас бывают тематические дни какие-то с кухней каких-то других народов. Меня все в этом плане устраивает. На завтраках, например, я как человек русский, я думаю, у нас завтрак либо там яичница какая-нибудь, либо каша. Но каши у них практически не делают, либо очень невкусно. Поэтому с завтраками там все очень тяжко. У них они сами же, что у них там булочка и кофе. С этим, кстати, да, они очень внимательно к этому относятся. Там перед тем, как заселяться, тебе присылают большую-большую анкету со всеми там вопросами интересующими, в том числе какие-то аллергии, диеты там, чтобы они могли тебе отдельно... Во-первых, у них всегда есть вегетарианские опции. Если ты там человек, не знаю, вегетарианец, веган, у них всегда есть даже отдельно вынесена веганская или там вегетарианская еда, а для тех, у кого какие-то там аллергии и так далее, им просто отдельно готовят. По большей части они, конечно, просят все предметы личной гигиены покупать самим, там и полотенца свои, и белье постельное. Я думаю, что если попросить, конечно, никто не откажет, но вообще просят, совсем своим приезжать.
я считала, что хороший. Ну, понятное дело, что он еще, получается, у меня уровень увеличился из-за того, что мне приходится постоянно все-таки пользоваться языком. Ну да, до этого у меня как бы был, мне кажется, довольно высокий уровень, потому что я много ходила, занималась где. Я ездила на курсы языка в Англию, там тоже а-ля летний лагерь. У меня уже был как бы опыт вот такой окружающей среды. И, честно говоря, не знаю, ну, только если, я так понимаю, что только если оставаться дома и совсем в школу не приходить. Ну, не как у нас там захотел, ушел с урока, такого нету. Там очень серьезно к этому относятся. Есть целая система каких-то наказаний за это. Ну, я думаю, да, потому что, ну, понятно, дети, они везде одинаковые. Есть те, кто не приходят специально в день там тестов или контрольных, остаются дома, там, с какими-то предлогами, а потом на следующий день тут же уже живы-здоровы. Или там с уроков уходят. Видимо, я не знаю, нужно в каких отношениях быть с родителями, чтобы договариваться, уходить из школы. Ну, бывает такое, да. Там ко всему относятся с пониманием. Я, в принципе, человек в этом плане ответственный. Не знаю, мне просто привили это как-то в детстве, что если есть работа, то ее надо сделать. У меня вообще не возникает иногда мысли вот взять и не делать, только если совсем я там загружена. Ну и понятно, там бывает, когда плохо себя чувствую или еще что, не сделала, прихожу, объясняю проблему. Ну и все учителя как бы с пониманием говорят: хорошо, сейчас не сделала, сделаешь к следующему уроку. И уже если потом ты не приносишь что-то, то какие-то последствия будут. Хотя вот у меня есть одноклассники, которые систематически не делают какую-то работу и сдают ее в последний момент. Ну, учителя терпят до последнего, ругаются, конечно, но я еще ни разу не видела, чтобы кого-то прям как-то там к директору водили. На самом деле, я не ожидала такого, ну, очень все просто. Понятно, есть языковой барьер минимальный, но так как там принимают все-таки с определенным уровнем языка, как таковой проблемы нету. Только единственное, что там, например, так как школа все-таки в Италии, очень много там итальянских детей, ну и в основном там между собой они все-таки говорят на итальянском. Ну, то, что они обсуждают, это меня уже не касается, и со мной они все равно говорят на английском. Довольно легко было адаптироваться. Ну, преподаватели как бы как ко всем относятся. Ну, есть люди там, которые: ой, я учил русский в университете, ой, у меня там есть знакомая русская. Как к любой другой там неизвестной им культуре, так задают какие-то вопросы, если что-то сильно интересно, но вообще как ко всем. У меня там, например, есть преподавательница по математике, она из Турции, и она все время говорит, что вот мы там такие друзья. Даже если там у нас какие-то конфликты в государстве, я все равно там к тебе отношусь как вообще любовь там навсегда. Никаких конфликтов абсолютно на этой почве. Ну, было бы странно, если бы они были в международной школе. Ну и ученики тоже, как бы, мы там все, получается, наравне. И единственное, что там какие-то шуточки, понятно, стереотипные, но без этого никуда. Сразу хочу сказать, что свободного времени там не так много. В основном это вот выходные, то есть в будние дни я всегда занята чем-то, по школе, там, по каким-то доп. Занятиям. Отдых у меня приходится на пятницу, субботу, воскресенье. И особо, конечно, у меня там каких-то развлечений нет, но ходим гулять вот с друзьями в город куда-то. Школа находится вот буквально рядом с Колизеем, мне там пешком идти минут 5 буквально, и уже вот центр получается. Я вообще не очень люблю шопинг как род занятий. Мне, если что-то надо, я пойду это и куплю, и пойду обратно домой с чистой совестью. Но когда там друзья куда-то зовут, то я, конечно, хожу. Ну и единственное, наверное, что меня очень сильно там смущает, это, конечно, цены, особенно в центре города, где вот эти большие моллы и количество людей. Ну, так, когда зовут, то хожу, но не сильно часто. Проблема в том, что в моей школе русской, да и, как я думаю, во многих, у нас все-таки есть дресс-код. Где-то это строгая форма, но у нас сейчас ее, по-моему, сняли в русской школе. Ввели просто деловой стиль, то есть там черный низ, белый верх, например. Ну, понятно, не все соблюдают, но все-таки нас там за это гоняют, и кто как может одевается. А в итальянской школе, где я сейчас учусь, там нет никакого дресс-кода, ну там минимально, чтобы одежда просто выглядела прилично на вас и без там символики какой-нибудь неприличной. Не знаю, очень много людей, которые, ну так модно одеваются, трендово. Но это интересный опыт. Я
очень быстро, на самом деле, привыкла жить относительно самостоятельно. То есть, ну, конечно, это не в полной мере свобода, потому что все-таки школа за нами все время следит, особенно за теми, кто вот живет в резиденции. Мне, если честно, нравится, потому что, ну, не знаю, не то чтобы что-то сильно в моей жизни поменялось, но как-то все равно, не знаю, хотя бы ощущение того, что вот я свободна, я сама там распределяю свое время, свои даже финансы какие-то. Моей маме очень нравится. Они же меня все-таки туда отправили. Я думаю, что обоим моим родителям там очень нравится. Ну, у нас в школе обязательно нужно, чтобы ты чем-то занимался спортивным. Либо вне школы какой-то кружок, либо в школе там на выбор очень много всего. Там и футбол, и теннис, и баскетбол, и волейбол, и вот это все. Но я, так как не очень в играх с мячом, я занимаюсь, есть прямо рядом со школой, там есть студия йоги, и они от школы, получается, ну, видимо, в определенные дни бронируют время, и можно вот от школы туда ходить. Ну, во-первых, она идет не 45 минут, а полноценные 2 часа. Все-таки оно больше нацелено на процесс, а не на результат, потому что если в школе оценка, в русской, например, оценка ставится за то, как далеко ты прыгнул, например, то вот в моей школе, там, во-первых, по-моему, нету оценки за физкультуру как таковую, есть зачет, не зачет. Преподаватель смотрит именно на твою активность в течение всего урока, а не только то, что ты сделал. То есть там достаточно, не знаю, хотя бы пытаться какую-то активность проявлять, и уже как бы это будет считаться за какое-то содействие. У меня дни все, кроме выходных, достаточно расписаны буквально там по минутам. Занятия начинаются в 8:30 утра, как, я думаю, во многих вообще школах. Так как я живу в школе практически, я встаю всегда, ну, относительно поздно. Но я, так как я девочка, мне нужно много собираться. Но я еще люблю полежать, там, подумать о жизни по утрам. Но в основном я встаю где-то в 7:30. За это время встаю, успеваю сходить вниз в столовую, пока она еще закрыта для остальных студентов, позавтракать, подняться обратно, собраться в школу, даже уроки какие-то доделать. Ну и в 8:30 начинаются занятия, и заканчиваются они в итоге где-то часа в 4, потому что уроки все идут по 1,5 часа вместе с перерывом, и плюс у нас еще есть перерыв на обед. Там, в общем, очень сложная система все-таки, потому что столовая маленькая, и чтобы не было толкучки, они распределили по времени час, то есть полчаса на одну группу людей, полчаса на другую, полчаса на третью, и зависит это, по-моему, от этажа, на котором у тебя урок проходит сейчас. И вот оно, получается, он проходит прямо вот посреди урока. Ты приходишь на занятие, у тебя насколько-то идет, потом учитель встает и говорит: так, ребята, все, мы идем на перерыв, все уходят кушать, возвращаются обратно в класс. Потом уже заканчиваются уроки, и дальше в определенные дни, там, по-моему, ну, условно, вторник, четверг, после уроков обязательный какой-то спорт в школе или там вне. Еще обязательная часть, это у нас есть раздел Arts, искусство, то есть там по выбору куча всего, там от рисования и музыки до какой-то робототехники, там фотографии. Это тоже обязательно для каждого нужно выбрать, ну, нужно как минимум один какой-то предмет выбрать. Он после уже всех уроков, ты идешь после 4 где-то часов на свое занятие, и уже тогда у тебя официально заканчивается после него школьный день. То есть там по выбору, например, для 9-классников на выбор были иностранные языки и классические иностранные языки. То есть там, например, помимо французский и испанский, там, которые просто иностранные, нужно было еще обязательно выбрать какой-то классический язык. Это арабский, греческий или латынь. То есть прям настолько все серьезно. Там, понятно, по уровням они еще в классах распределяют, по математике, например. Если у тебя низкий уровень, ты идешь в одну группу. Если ты там где-то математику мега выучил, то ты идешь в другую группу. Если честно, то меня вся общая картина впечатлила. Конфликтов не было, но, понятно, я думаю, как у любого ученика, студента, есть предпочтения в преподавателях, есть любимые, нелюбимые. Я ко всем, в принципе, отношусь хорошо, но есть кто-то, чей мне там, например, стиль преподавания не нравится, или там, кого я, не знаю, не люблю, характер там у них какой-то, ну, своеобразный. Да, я думаю, как у всех есть такое. В
голове только еда, наверное. Ну, во-первых, понятное дело, кухня местная, включая там от первого до десертов, просто итальянцы в этом плане, у них отношение к еде какое-то просто абсолютно особенное, другое. Если для нас это просто там способ получить энергию, то я думаю, что для итальянцев это какое-то отдельное развлечение. Прогуляться по улицам просто вот без экскурсии, без ничего. Просто выйти там, не знаю, с другом или одному, выйти и идти, куда глаза глядят. Я очень люблю всю вот историческую часть, весь центр города. Ну, я там, в принципе, и обитаю большую часть времени. Любимое место, там есть огромный гигантский парк, называется Вилла Боргезе. Он, по-моему, какой-то один чуть ли не из самых больших в мире. Там вот очень красиво. То, что низкий стандарт образования у них, что... Ну, это отчасти правда, но только, не знаю, я бы сказала, что у нас просто разные абсолютно системы. Вот в русских школах и в школе, где я сейчас учусь, в этой школе все систематизировано скорее. Если в той школе у нас ты все знания получаешь пачкой, вот тебе, пожалуйста, 10 предметов, все их учи на одном уровне, то здесь ты все-таки сам выбираешь, что тебе больше нравится, и какие-то предметы ты там... Особенно в 10 классе, насколько я поняла, можно уже выбрать свои курсы какие-то, которые тебе интересны. Можно как-то с направлением, не знаю, мне кажется, проще гораздо определиться. Я очень люблю математику как науку и все, что с ней связано, там, физику. И круг у меня общения, мои друзья в России тоже как бы этим всем увлекаются. Первое, что они мне сказали, когда я уезжала, это что там будет отвратительная математика, ты там отупеешь, там капец, короче, никто ничего не знает, там эти американцы вообще с математикой все плохо. Я могу сказать, что там, конечно, не все плохо, но то, что уровень гораздо по научной части, там, физика, химия, математика, вот это все ниже, чем у нас. Там просто чуть-чуть другая система, потому что они не хотят тебя в первый год пичкать знаниями, и вот они дают такую чуть-чуть общую информацию. Но если сильно хочется нагрузки, то всегда можно подойти и сказать, типа, можно мне дополнительные задания, я их поделаю. Я вот, например, попала по математике в самую высокую группу, и мне сначала было все очень просто, я там чуть ли не спала на уроках, а потом в какой-то момент я втянулась и уже стала, потому что у нас, наверное, преподавательница была, она всегда пыталась нас чем-то занять, и уже было не так скучно, как я думала, что будет. Вот сейчас, типа, я все это знаю, но с другой стороны, повторить же тоже никогда не мешает какие-то моменты. Я спрашивала, как я могу, если я все это проходила, вот что мне делать, я все это знаю. Она говорит, ну ты подожди, ты не беги вперед паровоза, ты еще там поучись четверть, например. Если будет легко, то мы тебя попробуем перевести там в еще более высокую группу, там, к 10 классу. Я думаю, ну ладно, посмотрим, типа. И в итоге я проучилась еще одну четверть, и, в принципе, я поняла, что мне и этой нагрузки достаточно, потому что заданий много. Даже если я все это знаю, то работа мне вот так выше крыши. Честно говоря, я так как живу все-таки там, в резиденции, мы брали очень кучу всяких вещей. Там, понятно, и личные какие-то принадлежности, и там, ну, понятно, одежда, какие-то средства гигиены, и кучу всякой я набрала безделушек. Во-первых, я, что неправильно сделала, я взяла очень много там канцелярии всякой. Все это было не нужно, потому что в итоге в первые же дни нас всей вот толпой тех, кто живет в общежитии, повезли в магазин, сказали, вот, пожалуйста, закупайте все, что вам нужно к учебному году. Ну и плюс там то, что я все брала себе там для комнаты, всякие украшения, лампочки, какие-то огоньки, игрушки, вот как я люблю просто устраивать свое рабочее место, тоже, в принципе, могла все оставить дома, потому что, опять же, нас еще через день повезли в Икею, сказали, вот, покупайте все, что вам надо, потом все это останется в школе. Оказалось в итоге к концу года, что можно было столько не набирать. Так как я возвращалась домой на Новый год, я, понятно, накупила всяких там на новогоднюю тематику какие-то украшения новогодние, конфет, шоколадок. Ну и кто что просил. У меня подруга, например, очень хотела пробовать итальянский кофе. Я купила ей просто вот упаковку итальянского кофе и привезла. Сказала, было очень вкусно. Ну и кому там по мелочи пасту. Брать с собой из вещей, наверное, как такового ничего особенного, только то, что тебе самому нужно. Ну и то, что требует как бы школа, то, что тебе никто там не даст, только вот ты сам. Хотя, в принципе, многие, я знаю, просто приезжали, и все, что им нужно было, уже покупали на месте. Потому что основные вещи, которые ты с собой берешь, это то, чем ты будешь обустраивать свою комнату, свое жилище. Во-первых, там убирать, стирать всегда нужно самому за собой. На самом деле,
Многим, наверное, кажется, что вот я сейчас уеду, будет большая свобода там выбора, я смогу там когда угодно, что хочу делать. Это не так, потому что если ты живешь вот в резиденции, то за тобой постоянный какой-то... Ну, ты этого не замечаешь, тебя это никак не напрягает, но за тобой постоянный контроль со стороны вот школьного стаффа, ну, кто работает в школе. Потому что там в той же резиденции есть вот набор преподавателей, которые там живут вместе с тобой, буквально там в соседнем коридоре, например. И даже если ты этого не замечаешь, то всегда за тобой следят, за тобой проверяют. Ты, если идешь гулять, то обязательно нужно позвонить, отметиться. Это не напряжно, но такие минимальные как бы движения все равно всегда всем все известно, что ты где делал, там, когда. Оценка там, насколько я понимаю, не столько важна, сколько сам, опять же, процесс. Но экзамены, они, получается, там 2 раза в год, они полугодовые. То есть первое полугодие и в конце года за второе полугодие. Они не как у нас, когда ты весь год учишь, а потом в конце всю эту кучу ты должен вспомнить и написать на листочке. Там это более, опять же, систематизировано. Первое полугодие ты сдаешь только то, что ты прошел в первом полугодии. На втором экзамене только то, что во второй половине года. Экзамены относительно несложные, по крайней мере, вот в 9 классе. Понятно, кто выпускники дела, у них там все, конечно, в разы сложнее. Ну, я не ознакомливалась с содержанием, ничего не могу сказать. Там стандартный тип тестов, то есть, например, вот у тебя там, не знаю, 10 страниц, например, экзамена письменного, в основном там только письменная часть, ну, на языках, наверное, есть и устная. Просто тесты, там, А, Б, С, выбираешь ответ, и где-то там развернутые есть, понятно, вопросы с развернутым ответом. В принципе, несложно. Тоже, опять же, есть система, вас всех приводят в большое какое-то помещение, ну, или там в кабинет, и вы определенное время его пишете. Все, вот, весь экзамен. Я, скорее, больше волновалась. Я знаю, что есть дополнительные занятия вот по английскому языку конкретно. У меня некоторые друзья этим занимаются. Они как урок считаются, но просто вот они повышают уровень английского как будто. Всегда можно переспросить, если что-то непонятно. И к тому же, из-за того, что там многие люди, у них английский язык, это тоже не первый язык. Всегда мы все-таки живем в 21 веке, есть переводчики, там, язык жестов. Ну, как, если надо, всегда можно объясниться. Честно говоря, нет, потому что мне даже там, я помню, осенью нас прививали от гриппа даже. Я думаю, что с медобслуживанием там все более чем хорошо. Там рядом со школой, прям через дорогу, есть какая-то клиника. У меня был один момент, я повредила себе палец на руке очень сильно, когда я только пришла к медсестре. Тут же она так вообще... Как человек, она очень такая шебутная. Подумали, что у меня там перелом, меня тут же отвели в эту клинику, там кучу рентгенов сделали. В общем, к этому они тоже относятся серьезно, очень на высоком уровне у них все это дело. Ну, понятно, там отправляют или домой, если ты там местный, или можно отпроситься в комнату, уйти с уроков, тебе никто ничего с этого не сделает. Если ты себя чувствуешь плохо, то, пожалуйста, иди отлежись. У нас даже есть система self-care день, не знаю, самозаботы. Можно отпроситься, прийти к медсестре с утра, сказать: я сегодня посижу, хочу, типа, прийти в себя. Хорошо, пожалуйста, иди. 1 раз, по-моему, или 2 раза в полгода можно как-то. Ну, какая-то есть, короче, система. То есть, если ты себя чувствуешь плохо, тебя никто за это не будет ругать. Тебя поймут, простят. И там как-то, если тебе действительно плохо, то помогут. Ну и там отправят отдыхать. Да, активно. У меня есть там группа друзей близких. Мы с ними вот все время карантина, с того момента, как я уехала, мы каждый день практически с ними списываемся. Ну, чуть реже там созваниваемся, как можем. Но связь я поддерживаю со многими людьми из школы. Да, ну вот опять же, у меня есть группа людей, с которыми мы все время, там буквально нас 4-5 человек, с кем мы вот большую часть времени вместе проводим. Ну, вообще, я все-таки старалась в разных группах каких-то, ну, к концу года сформировалась там, ну, определенный круг людей, с которыми я вот больше всего общалась. Это там, ну, человек 5-6. В основном те, кто живут в Италии, ну, национальности, конечно, все разные, и там время проживания в Италии тоже разное. Например, у меня есть 2 подруги, они обе живут в Риме там уже много-много лет, чуть ли не с рождения, но по национальности они там, одна испанка, другая китаянка. Друг есть, он из Бразилии, но тоже в Риме очень давно живет.
Конечно, я очень волновалась. Во-первых, я боялась, что будет языковой барьер какой-то, что я недостаточно хорошо знаю язык, чтобы учиться на нем. Потом, что я там абсолютно никого вообще не знала. От слова совсем ни преподавателей, ни детей, никого. Я боялась, что я там могу не найти общий язык ни с кем. Все было не так плохо, как я ожидала. Понятно, первое время я там общалась только с соседками, потому что мы жили вместе и держались вместе, потому что мы все втроем первогодники, девятиклассники были. Там же первое время в школе есть мероприятия специальные, которые проводит школа перед началом учебы, чтобы все друг с другом познакомились. И дети друг с другом, и с преподавателями. И вот за это время я как-то чуть больше раскрепостилась, стало гораздо проще. Подростки везде одинаковые, особенно когда начинаешь близко общаться с людьми. В принципе, склад ума, понятное дело, у всех похожий. Темпераментом, что ли. Но опять же, из-за того, что там все люди из разных стран, в том числе есть, кстати, русские тоже, пара человек. Ну, темпераментом буквально. Если там русские люди, действительно, кто бы там что ни говорил про стереотипы, у нас школьники такие более сдержанные, спокойные, то, условно, когда ты приходишь в итальянскую школу, там сразу: «Ой, привет! Как дела?» Я стала, не то чтобы более общительной, скорее у меня пропал какой-то, не то чтобы страх, комплекс того, что я там в незнакомой компании, мне будет тяжело, я там не знаю язык, у меня это ушло из-за того, что, во-первых, я и английский подтянула, и поняла, что люди вокруг меня, они такие же дети, как и я. Ну, действительно, я стала как-то более самостоятельной, более уверенной в себе, что вот я смогла прожить такой длительный период. Понятное дело, я там виделась и с семьей, и с родителями. У меня ушло это чувство какой-то сильной привязанности к дому, к моему вот месту, моей комнате. Я поняла, что можно вот из этих рамок уйти спокойно. Главный, наверное, мой основной страх был то, что я сейчас уеду из дома, и буду невозможно по нему скучать, и придется вернуться. Ну, такого не было. То есть я очень легко от этих оков каких-то избавилась. Самое первое — это не бояться людей вокруг тебя. Нужно вот приехать и осознать то, что, во-первых, преподаватели все хотят тебе помочь. Они к тебе относятся как ко всем остальным, с заботой, действительно в их же интересах помочь тебе социализироваться, адаптироваться к школе, и не нужно их бояться, даже если ты плохо знаешь язык, с тобой все равно объяснятся. Любыми способами до тебя донесут то, что нужно. С одноклассниками, с людьми, с детьми вокруг тебя абсолютно так же. Вы все в одной тарелке, вы все новенькие, просто нужно не бояться подходить к людям и разговаривать с ними. Второе, наверное, это не бояться какой-то ответственности, потому что, опять же, если тебе нужна помощь, всегда можно спросить вообще кого угодно, там и наставника, и друга, и там любого учителя в школе, даже с директором можно лично пообщаться, он часто просто ходит по коридорам, спрашивает, как у вас там дела. Быть готовым как-то рассказывать о своей культуре открыто.